Так, ну что, сегодня день очередного забега. Правда, между прошлым и этим совершенно не удалось потренироваться, потому что простыла, но сейчас вроде выздоровела, поэтому, собственно, иду. Уже подхожу к метро. Опять вышла позже, чем планировала, но сегодня я изначально планировала поехать пораньше, потому что сам забег 17:30, но регистрация с 3 до полчетвертого, нет, до полпятого. Вот, а с полчетвертого до полпятого будет автограф-сессия там разных спортсменов, в том числе и Настя Никитук, собственно. Из всех трех она мне единственная, скажем так, интересно и известна. Там еще будет футболист и гимнаст. Вот, поэтому еду заранее. В этот раз с сочинским рюкзаком, потому что очень похолодало. Лето ушло из Москвы раньше, чем нужно. Еду как бы вот в теплом. Плюс кроссовки там лежат, то есть я не поехала в них сразу. Сейчас еду в ботинках. Хотела поехать на электричке, ну точнее как, не хотела. Обычно-то я про электричку забываю. Но вчера, когда смотрела... Господи, тут все перекопано. Когда смотрела схему трасс, увидела, что там рядом есть станция МЦД как раз нашего 4-го. Но именно вчера или позавчера мне пришел пуш из приложения ЦППК, что на нашем диаметре из-за ремонта Курского между Нижегородской и какой-то там станцией будут поезда в реверсивном режиме работать. Куча поездов отменена и все такое. И я смотрю, подходящая по времени электричка через Реутов. Думаю, может быть, сейчас турникет просто проходила. Думаю, может быть, просто, поехать пораньше или наоборот попозже. Нет, смотрю все через Реутов и поняла, что это из-за этого как раз ремонта. Поэтому ехала на автобусе и на метро сейчас поеду. Благо на метро хотя бы без пересадки. Правда, я не помню, в первый или в последний вагон. Поэтому сейчас буду смотреть. Сейчас, когда начала смотреть приложение, думаю, по-моему, в первый, но надо проверить. Все правильно, в первый, меня не глючит. Я сейчас, когда открывала схему метро, я по привычке хотела в самый левый угол отмотать. Потому что, у меня в голове Парк Победы все еще конечная. А там уже 100 лет она не конечная. Уже ни Славянский бульвар, ни Никинина, ни Митина. Там уже далеко в область ушла ветка. А я все еще думаю, что... в смысле, не думаю, но у меня по ощущениям, что Парк Победы где-то ближе к конечной. Ой. Всего то, что дернется. Вот такая вот очередь на регистрацию. Да. А там он еще за получением. Так, в общем, мне повезло, что я на самую маленькую дистанцию, но это там купила, и теперь выдаем футболки 30 цветов, белый, синий, красный. И выдаем ей в определенный последовательности. Это эпик фейл. Пока я ходила на автограф-сессию, потеряла свою очередь, хотя запомнила чувака, за которым я стояла. И запомнила людей, которые были чуть-чуть впереди. Они вот там где-то впереди, женщина с красной прической, но я обошла все очереди, которые стоят, и не нашла в итоге ни парня, который был передо мной, ни девушки, которая была за мной. Пришлось вставать заново, но тут хотя бы появилось несколько очередей, и вроде уже как-то побыстрее идет. Приближаемся. Говорят, правда, что красные уже закончились. Посмотрим. Без 8:05 я наконец получила футболку. Красные закончились, но хотя бы синюю взяла. Буду переодеваться. Так, у нас тут вот разминка. Я тоже немного поучаствовала. Это будет очень интересный забег, потому что побегу я с рюкзаком полным вещами. Только без обуви, потому что стоять мокрой на холоде несколько часов в камеру хранения желания нет. А народ уже выстраивается на старт. Большая просьба всех отойти к барьерам.
А вы почему с рюкзаком бежите? Потому что очень большие очереди. Ага. Вы сколько километров собираетесь так пробежать? 2,7. 2,7. Ну, точнее, пробегу я из них максимум 1. Остальное пройду в темпе. Ага. Понятно. А давно бегаете? Вообще хотела начать бегать году в 2013, когда был чемпионат мира по легкой атлетике. Но все никак не получалось. Первый мой забег был в 2019 Сергиевым путем. Но потом много разного произошло. И сейчас у меня второй забег после химио и лучевой терапии. А где вы живете? В Рашите. Нет. А в парковых забегах участвуете? Парковых. Имеете в виду 5 верст? Да. Но не очень сложно вставать с утра. Ага. Поэтому я в основном тренируюсь сама и по вечерам. Как вас зовут? Нина, Нина. Меня Анатолий. очень приятно. Мне тоже. Надеюсь, еще увидимся. Нина. Хорошо. Девушка, хороший видеоблогер, Ну да, действительно, немногие, ну точнее, некоторые не могут встать рано утром, чтобы пробежаться 5 километров в ближайшем парке с системой Паркран, которая ушла из России в 2022 году, и сейчас это или 5 верст, самая большая организация парковых забегов, или С-95. Приближаюсь к развороту. Люди, уже бегут обратно. Кто-то побежал дальше на 5,10. Я первый раз перешла на шаг через, по-моему, 300 метров. Это уже успех по сравнению с неделей назад. Сейчас, думаю, на развороте снова попробую побежать. Сейчас там на развороте стояли мужчины, которые говорили, кому в зависимости от какой дистанции куда. Там впереди сейчас пойдем налево, а женщина побежала направо. Какая красота. Там сейчас будет подъем в гору. Я не знаю, как я это сделаю. Девчонки с флагами машут. Вот сейчас вообще кадр классный. Девчонки с флагами, монумент. А впереди горка вверх. У меня еще на левой ноге, не то чтобы стреляет, но, видимо, перетянула шнурки. Прям очень неприятно. Рывочек. Надо побежать. Ой, мамочки. Сейчас на развороте секунд, наверное, 20 пыталась поймать дырку между теми, кто бежит десятку, чтобы перестроиться. Потому что я бежала в самой левой дорожке, а слева был поворот на десятку. А на финиш надо было правее. Ух, все, уже немного осталось. Надо дотерпеть.
Еще немного. Не пересекаем финишный двор, пожалуйста. Для безопасности участников, для безопасности. Левое крыло. Не пересекаем финишный двор, пожалуйста. Для безопасности участников, для безопасности. Левое крыло, шаг назад. Левое крыло, шаг назад. Левое крыло волонтера, первый ряд, шаг назад. Выходим из финиша. И опять, зараза, фотограф передо мной мужика сфоткал, а когда подбегала я, специально как будто опустила объектив вниз. Хорошо, теперь слепая. И тянем пятку к ягодице. Но на пару кадров не на самом финише, а на пути к финишу я все-таки попала. А, блин, оказывается, фотосессии после финиша идут. Господи, как хорошо, что не надо стоять в этой очереди. Я бы все равно не пробежала всю дорогу. Так что от рюкзака не то чтобы я сильно пострадала, но зато вот это вот все стоять не надо. А иду сейчас сразу и переодеваюсь. Правда, я мокрая, капец. Но я рада. Раз радуюсь, что я бежала с рюкзаком, потому что реально как в Сочи вот. Я в шоке. Люди тычут своими номерами, кричат и стоят энное количество времени. Аккуратно держу. Как тебя зовут? Я уже постояла в очереди еще, чтобы сфоткаться с билбордом, хотя сначала не хотела, но потом надо хоть с медалькой какую-то фотку сделать. Сейчас вот говорят, что уже группа должна начать выступать, но у меня как будто уже нет сил ее дожидаться. Не знаю. Вот что хотела сказать. Я забыла стопнуть часы, когда финишировала. Минуты через 2, наверное, стопнула только. Так что надо будет посмотреть по результатам на сайте, за сколько я в итоге прошла. Ну, короче, концерт начался, но я не стала его слушать, потому что это какая-то лаунж-обработка, плюс неизвестных мне песен. Хотя сказали, что песни будут суперизвестные, типа, блин, надо будет фоткаться, вот. А я в целом не люблю лаунж-обработки, тем более после забега, когда, наоборот, хочется чего-то такого бодренького. Так что поет домой. Как когда-то из Крокуса. Сесть и до конца. Ну, правда, было бы лучше на электричке, сразу до Балашихи, конечно. Но ничего, так тоже пойдет. Фух. Ох, ну в общем, я уже давно, конечно, дома, вот, в халатике, в домашнем. Надо как-то завершить этот видос, рассказать впечатления, как вообще все прошло. По сравнению с забегом Садовое кольцо, победа в том, что я успела на разминку. Ну, точнее, на часть разминки, потому что из-за огромных очередей на регистрацию, в смысле получения номера и получения футболки, когда разминка начиналась, я была еще в раздевалке, переодевалась, но на половину разминки я успела, и это уже успех. Плюс, как я уже, по-моему, сказала, или не говорила, не помню, в общем, на бег я перешла, на шаг я перешла с бега позже, чем неделю назад. Не знаю, то ли это гель такой волшебный, то ли действительно какой-то прогресс пошел, но факт есть факт, как говорится. По поводу геля. Первый раз в жизни попробовала спортивный гель. Это был GU Roctane, или не знаю, как правильно произносится. Клубника киви, по-моему. Офигеть, он густой, его жевать можно было. То есть я прочитала, что надо запивать водой и все. Но все равно было очень непривычно. Я его выпила съела за 5 минут до официального старта.
Но фактически старт произошел не в 17:30, а в 17:45. И я не знаю, то ли я себе... Ой, что-то со светом. То ли я себе напридумывала, то ли действительно так, но где-то через 10-15 минут после того, как я его приняла, какое-то типа тепло по телу пошло. Ну, это, наверное, просто мне так показалось. Я все переживала, что я его слишком рано выпила, ну, из-за того, что старт отложили, но как будто бы нет, как будто бы все-таки что-то, ну, подействовало. Учитывая, что я еще с рюкзаком бежала огромным, но, блин, не сдавать рюкзак, это было лучшее решение за этот день, реально. Спасибо человеку, который отписался в комментариях в чате, спрашивал, как будет организована выдача вещей с камеры хранения. Я поняла, что это будет так же трэшово, как в Сочи на ВФМ. И бежала с рюкзаком. Было очень тяжело, но зато не пришлось стоять в очереди и заболевать. Потому что и так было холодно. Ну, несмотря на то, что я чуть дольше смогла бежать в начале, практически сразу я улетела в зону МПК. То есть, ну, буквально там первый раз, когда я посмотрела на часы, уже была 5-я зона, и прям вообще не хотела снижаться. И даже когда я перешла на шаг, только спустя несколько минут кое-как сползла до 4-й, потом спустя какое-то время аж до 2-й спустилась, я обалдела, но потом, естественно, когда я перешла на бег, довольно быстро опять в МПК ушла. По общему хронометражу я посмотрела, я забыла, кстати, стопнуть часы, когда финишировала. Надо будет посмотреть результаты на сайте, их, говорят, во вторник выложат. По хронометражу из 26 минут я где-то через 2-3 минуты стопнулась после финиша. У меня почти 6 минут были в зоне МПК, то есть, ну, как бы, капец. И я прибежала на финиш, ну, не то чтобы прям с пипец какой отдышкой, но с очень сильной отдышкой. Я уже ближе к финишу подбегала так немножко виляя уже, и зашла в раздевалку. Я прям помню, как у меня чуть-чуть кружилась голова, я прям... Ну, прям переодевалась, и вот такое вот у меня дыхание было. Ну, может быть, не прям такое, ну, короче... Было тяжко. Трасса была, как я уже говорила, со спусками и с подъемами. Подъемы, конечно, были нелегкие. Все стартовали сразу, и 2,7, и 5, и 10. И несмотря на то, что там были разные петли у всех, все равно вот в этом узком перешеечке, где было начало и конец, все пересекались. И я не знаю, с какой-то дистанции были люди, но... Я в этом узком перешеечке, когда уже шла как бы в сторону финиша, то есть вторую половину дистанции, я держалась сбоку. И кто-то просто обгонял, кто-то просил подвинуться. Ну, я там, насколько возможно, двигалась. А один человек был прям максимальный токсик. Он что-то такое выкрикнул. Я сейчас уже не запомнила, слава богу, но на тот момент я прям офигела, как ведром холодной воды облили, то есть он что-то такое, ну, очень неприятное, некрасивое в мою сторону сказал. Типа, что ты плетешься там, отойди, или как-то так, ну, в более крепких выражениях. Я думаю, блин, капец. Ну, ладно, бог с ним, как говорится. Вот, дальше что? Я не успела опять-таки, из-за очередей перед стартом съесть свою кашку, которую заварила на обед, вообще-то. Поэтому ела ее уже после финиша. Получается, во время гонки я допивала ту воду, которой изначально запила гель, и допивала ее. После финиша я первым делом допила, наверное, полбутылки или даже треть бутылки у меня колы оставалось. Съела банан. Что еще? Вот как раз кашу съела, я, по-моему, даже на видео сняла. Допила изотоник. Потом я себе замешала восстановительный напиток. Как-то его? Сис Рега Рекавери, по-моему. Ну, вот из того, что мне Андрей подарил. Там, конечно, написано, что его рекомендуется использовать при тренировках от часа и дольше. Но, во-первых, пробовать всякие такие штуки, это добавляет интереса к тренировкам и соревнованиям. А во-вторых, я так думаю, что у меня пока еще организм восстанавливается. У меня даже небольшие какие-то тренировки и забеги по интенсивности выходят, ну, нифига не меньше, чем у нормальных, как бы, тренирующихся, тренированных атлетов длительные.
Поэтому я думаю, что хуже не было от того, что я его использовала. Получается, начала я его пить еще на Поклонке, допивала по пути домой уже, в метро, в автобусе. Ну, интересно. Потом я пришла домой, еще съела макароны с биточком. То есть прям кушать очень сильно хотелось, хотя, казалось бы, столько всего я после этой гонки съела. То есть колу выпила, банан съела, кашу съела, изотоник допила, еще воды попила, которую давали на финише, еще вот дома вот это. И потом еще бутерброд или что-то. Ну, короче, не то чтобы был прям супер жор, но казалось, что как будто бы вот надо еще что-то в себя закинуть. Что еще хотела сказать? Экипировка вот топовая, прям я в восторге. Андрею еще раз спасибо. То есть на этой гонке я первый раз использовала баф, магнитные держатели для номера, куртку и носки компрессионные. И, господи, насколько это все вот спортивное занимало меньше места в рюкзаке, чем обычная одежда, потому что когда я переоделась, я еле-еле туда это все запихала. Куртку вообще в нижнее отделение запихивала, а ботинки, естественно, совсем не влезли, я их оставила в раздевалке. А спортивное все как бы гораздо-гораздо компактнее. Вот, носки прям класс, то есть вот этот вот подъем... получается, от стопы в районе голеностопа не болела. Обычно он у меня болит всегда. Куртка очень классная. Я боялась, что я замерзну, потому что она тонюсенькая. Но нет, все было прям классно. Баф супер в тему. Я довольно быстро натянула его даже на рот, потому что, дышала часто через рот, а было все-таки холодно. Магнитные держатели, они такие мощные. Мне казалось, что у меня магниты на моих радиопетлях мощные. Но по сравнению с вот этими магнитами для стартового номера, на радиопетлях вообще фигня. Правда, с курткой довольно-таки неудобно. То есть, когда куртка, лучше, конечно, когда на поясной сумке держатель для номера, а не магниты. Для майки, может быть, и нормально. Но все равно это было лучше, чем булавками бы я это все делала. Что еще хотела сказать? Я вот читала чат, там люди... Как я и предполагала, по часу, по 2 стояли в очереди, вещи выкидывали там не поймешь как, без разбора. То есть, еще раз повторюсь, что было очень тяжело бежать с рюкзаком, но я вообще не пожалела, что я с ним бежала, потому что, организм сейчас явно не готов к вот этим вот многочасовым ожиданиям на холоде, мокрый. Нет. Первый и последний раз я участвовала в зообеге. Не знаю, все говорят, что вот, они только начинают, они учтут свои недочеты, но люди, которые бежали на ВДНХ, несмотря на то, что говорят, что там было меньше людей, они говорят, что там был такой же трэш с камерами хранения, с очередями вот этими безумными. И мне кажется, что я у Тукмачевой Анастасии видела про этот зообег уже, довольно-таки давно, то есть они явно не вот только начинают, поэтому, очень-очень странно, что все так было организовано. То есть, да, офигенное место, на Поклонной горе, классно, спасибо, футболки, окей, спасибо, медальки, да, классно, все. Но вот организация выдачи всего... Нет. Спасибо. Хватит, как говорится. По поводу своего состояния еще что сказать. Я не знаю общее количество отрезков беговых, какое у меня было, но по ощущениям, как будто бы у меня еще вот запланированы один там фестиваль ходьбы и еще 2 забега на 1,5 и на 1 километр. И это все в сентябре. И как будто бы, возможно, к тому забегу, который будет 1 километр, возможно, я смогу его даже пробежать целиком, то есть не переходя на шаг. Я, конечно, не уверена еще в этом, хотелось бы очень, но не знаю пока, как будет, но как будто бы все к этому идет. То есть если там будет все нормально с камерами хранения, не придется бежать с вещами, будет все хорошо там с погодой, с самочувствием, то это возможно. Еще по поводу геля. Я видела разные видео, как спортсмены, в основном там триатлеты или марафонцы, то есть которые очень длинные дистанции бегают, на финише просто их, выворачивало. И я думала, в смысле, как, почему? То есть они же там толком ничего не едят, только вот эти вот гели, там, батончики. Видимо, это так работает, потому что не помню, за сколько метров, наверное, за 300 до финиша я почувствовала, не то чтобы прям, что меня тошнило, но какую-то отрыжку
как будто бы вот с частицами этого геля. То есть, видимо, усвояемость все-таки, ну, есть какие-то в этом нюансы. Хотя это было уже, получается, ну, наверное, через час после того, как я его приняла. Но, слава богу, ничего как бы не случилось. Все нормально, все усвоилось, видимо. Наружу не вылезла. В туалет уже после того, как переоделась, не пошла. Зря, кстати. До щелчка еле дотерпела. А вот перед гонкой успела сходить. Все вроде бы нормально. Что еще хотела сказать? Что меня ребята спрашивали, как пробежала? Но я сказала про свое самочувствие. Почему не сдавала рюкзак, тоже сказала. Почему не понравилось, тоже сказала. Что понравилось, тоже сказала. А, вот, чуть не забыла. Практически в начале гонки меня догнал какой-то мужчина с камерой, там позадавал вопросы, там, почему с рюкзаком, как давно бегаю ли 5 верст и т.д. И потом я его увидела в чате, и оказалось, что он тоже бежал в Садовое кольцо. Ну, мне кажется, там все, кто сегодня бежали Садовое кольцо, и там он тоже снимал. И я даже увидела себя на кадрах с его влога, вот. И он будет выкладывать с сегодняшнего забега тоже влог. Спросил, как меня там подписать, какие ссылки приложить. Очень приятный мужчина. Но я так посмотрела, как они там бежали вот эту трешку. Он прям подготовленный дядечка. Ну, в целом, я думаю, что даже с моим состоянием здоровья, в целом, если регулярно тренироваться, то возможно, что и в каком-то обозримом, а может и не обозримом, но в каком-то будущем, что, возможно, я тоже буду также бегать, не переходя на шаг, хотя бы 3 километра. Но я так понимаю, что он бегает гораздо большие дистанции, вполне себе спокойно. Не знаю, что еще сказать. Рада, что побывала. Очень рада, что получила автограф и сфоткалась с Туки-Тук. Очень хотела. Потому что я не помню, когда мне начали предлагаться ее видео. Как бы монтирую влог Андрея я давно. Но ее видео стали всплывать, ну, я не знаю, может быть, год назад у меня, полгода назад, не знаю. Ну, в общем, периодически я их посматриваю. И, конечно, ну... было классно встретить человека из телека, скажем так, хотя это, конечно, не телек. Вот, очень рада была. Спасибо за то, что эта автограф-сессия там тоже была. Опять-таки, один из плюсов, весомых плюсов для меня. Не знаю, что еще сказать, как завершить это видео. Как там говорит Андрей, продолжаем. Да, что еще забыла сказать. Я старалась бежать прям супер медленно, максимально медленно, насколько это возможно, медленнее даже, чем на тренировках, потому что я смотрю там всякие, ну, бабулечки, женщины такие, которые, ну, которым, видимо, тоже не просто бежать, как и мне, они бегут прям супер медленно. Ну, и все же советуют бежать медленно. Я в целом и на тренировках стараюсь медленно бежать, когда, ну, вот именно беговые отрезки у меня. Но, короче, почему я про это говорю? Когда я на Садовом бежала, мне не хватало в основном дыхалки. А тут у меня ноги болели дико практически сразу, как я начинала вот это вот супер медленно бежать. Это, во-первых, получалось, по-моему, медленнее, чем идти пешком, ну, я не уверена. А во-вторых, ну, ноги болели дико по локализации где-то между голеностопом и коленом, но не икроножные, то есть спереди. Они забивались просто моментально. Я не знаю, это от нетренированности или от чего, но прям супер дико болели. Сейчас, кстати, болят бедра спереди, то есть это у нас что, квадрицепсы получается. Ну и верхний плечевой пояс из-за рюкзака. В остальном самочувствие нормальное.